Показывала эту пересадку ровно год назад, и вот она зацвела. Это прекрасная орхидея Вудду. Всего 3 цветка. Вот эта орхидея. Год растет не пересаженная. Посмотрите, какое количество новых растущих корней. Вот они, молодые, красивые. В таком вегетативном состоянии лучше всего пересаживать орхидею. Испытает наименьший стресс. Они должны погибать. У орхидеи так устроена жизнь, что она все время меняет старые корни на новые. Ну вот так природа ее создала. И ничего вы с этим не поделаете. Добрый день, друзья! Сегодня очередная пересадка орхидеи. Но сначала хочу вам показать одну из своих орхидей. Показывала эту пересадку ровно год назад, и вот она зацвела. Это прекрасная орхидея Вудду. Всего 3 цветка. Но какие сказочно красивые. Растет медленно. Всего 2 листика осталось у орхидеи. И даже то, что орхидея растет в коре, не говорит о том, что она себя великолепно чувствует. Все время пытаюсь подобрать ей место, и стоит она сейчас на полке рядом с орхидеей Рен Добкин. Тоже поставила в более теплое место, и орхидея дала цветонос. И вот такие 3 цветка распустились. Пусть она постоит рядышком, она меня очень радует своим цветением. А пересаживать буду орхидею, тоже купленную год назад, только в мае. И я вам показывала ее. Оставлю ссылку на первое видео показа этой орхидеи. Орхидея, как мне написали мои подписчики, Лоттори. Это желтая орхидея по краям, как у попугая, такими красными мелкими полосками. Красивая, но вы же знаете все, что я очень люблю желтые орхидеи, поэтому не смогла пройти мимо. Вот эта орхидея. Год растет не пересаженная. Смотрите, какое количество новых растущих корней. Вот они, молодые, красивые. В таком вегетативном состоянии лучше всего пересаживать орхидею. Испытает наименьший стресс. Сейчас извлеку ее из горшка и посмотрим, какие же там остальные у нее корни. Легким нажатием на горшок пытаюсь освободить корни орхидеи и аккуратно ее достать. Вот смотрите, как интересно. Я в первом видео говорила, что у орхидеи в горшке растет папоротник. Ну, папоротник это или нет, я точно не знаю, но вот посмотрите, и продолжает что-то вместе с грунтом расти в горшке, какие-то зелененькие листики, но при этом ничего не мешало орхидее растить новые корни. Сухой старый лист
торфяной стакан. И вот мы часто очень с вами рассуждаем на тему: а в горшке все корни были плохие, они пропадают, что же делать? Нужно срочно пересаживать, доставать, смотреть эти корни. Вот год я ничего не доставала, не смотрела. Да, действительно, корни в горшке погибают. И погибают не потому, что я ее неправильно поливала, а потому что они должны погибать. У орхидеи так устроена жизнь, что она все время меняет старые корни на новые. Ну вот так природа ее создала. И ничего вы с этим не поделаете. Но сейчас совсем сухие корни я все отрежу. Те, что корни были в торфяном стакане, они тоже коричневые, старые, не растущие, уже ненужные орхидеи. Но здесь нужно внимательно смотреть, потому что вот есть длинные корни как раз от этих старых корней, а они на концах растущие. Вот такие корни. Даже если на них есть сломы и почернения, нужно оставлять. Даже если после пересадки орхидея их очень быстро превратит тоже в коричневую кашу из корней, останутся тяжи. Корень, это вот внутри корень, вот он, тонкий корешок, вот он и работает, вот он и живет. А это веломены паренхима, это верхняя оплетка корня, которая вбирает в себя влагу и дает возможность вот этому основному корню впитывать влагу по всей поверхности. Так что внимательно разбираем, смотрим. И если есть совсем гнилые корни, то отрезаем. Если хоть какая-то жизнь присутствует на этих желтых старых корнях, обязательно корень оставляем. При их недостаточном количестве. Ну нет, тут-то много корней, просто я их не показываю сейчас. Они будут очень хорошо работать, потому что тут есть сухие, совсем сухие. Вот их-то и нужно отрезать. Маленькие, которые не будут расти, почерневшие у основания. Вот они. Совсем крошечный и сухой. Вот. Сейчас подберусь к нему. Все старые чешуйки от листьев. Черная гниющая часть. Не так гниющая, что погубит орхидею, а просто вот эти черненькие частички, которые остаются, и они подгнивают там. Вот, например, наверное, это был листик старый, совсем маленький, фласочный лист. Ну, вот такое и убираем. Вот эти нижние листья, их тоже следует убрать. Во-первых, они желтеют. Во-вторых, неудобно будет посадки, потому что корни растут выше этого листа, да и он уже сам болтается. Его даже в разные стороны растягивать не нужно. И вот тоже лист, который мешает. Корням мы не сможем через этот лист посадить и опустить эти корни в горшок. Я бы даже вот эти еще два удалила листа. Вот сверху шикарные корни растут. И здесь то же самое. Здесь придется растянуть лист и разорвать его в разные стороны и убрать. Снять с основания орхидеи. Так, а здесь цветонос был. Так как он сухой, можно его
полностью отрезать. Живого ничего нет, ничего туда не проникнет, не надо никаким садовым варом закрывать. Это сухая часть орхидеи. Она не будет способствовать гниению ствола. И этот лист я тоже хочу убрать. Он уже желтый, старый. И мы тогда все корни поместим в горшок. Чтобы не сломать корень, надрезаю лист. Так, обхожу вокруг корня и снимаю полностью лист. Вот здесь осталась маленькая часть этого листика. Нужно потянуть в другом направлении, в противоположном. И тоже все хорошо снимается. Вот, теперь очищаю ствол. Так. Совершенно старый корень, но все-таки жизнь на самом конце этого корня есть. Даже если я сейчас все это посажу, и получится так, что эти корни начнут погибать, ничего страшного, пусть погибает. При следующей пересадке я их уберу. Вот эти молодые, смотрите, сколько их молодых корней, они будут прекрасно работать. А эти старые корни, которые наверняка погибнут, будут ровно удерживать орхидею в горшке. И какое-то время, хоть и маленькое, они поработают на благо орхидеи. Пойду промою эти корни под проточной водой. Как я это делаю, ссылку вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Потом мы с вами посадим эту чудесную орхидею. Смотрите в этом видео, как промываются корни с 13 минуты 13 секунды. Потому что оно длинное. И старое. И старое. Все. Сёма проконтролировал процесс мойки корней и будет смотреть с галерки дальнейшие действия. Ну, что-то у него сегодня нет настроения. Так, я промыла корни орхидеи. Остается небольшое количество коры на корнях. И вот мне кто-то из подписчиков писал. Я оставила на корнях кору, и корни эти все пропали. Но вот не поэтому пропали корни, а потому что они старые. Оставлю я на них кору или нет, им все равно. Они все равно пропадут. Орхидея все равно их поменяет. Так что от коры это ничего не зависит. И если невозможно снять, ну или сложно снять, или вы чувствуете, что вот я пытаюсь снять кусочек коры и чувствую, что будет повреждение, если я буду снимать этот кусок коры, я ее оставляю, эту кору, на корне. Пусть так дальше и растет с этой корой. Ничего страшного. Так, вот этот и мне еще корень не нравится. Старый. Не нужен он. Все остальное, все пусть остается как есть. Так. Теперь горшок. Горшок 2,4 литра. Все корни прекрасно помещаются в этот горшок. В процессе промывки корней они напитались влагой и видели, вот этот корень торчал вверх, и если бы я его стала опускать сухой в горшок, он бы обязательно сломался. А так как он сейчас впитал в себя воду, он спокойно опускается и без сломов.
Даже если вы сломали корень при посадке, вот, например, что я сейчас сделала. Попыталась этот корень опустить, а здесь был новый растущий молодой корешок. Он упал туда вниз. Так, вот он. Вот он, кусочек молодого корня. Да, конечно, обидно. Но тоже ничего страшного. Корень-то молодой, здоровый. Он сейчас опять начнет расти. Уже в посадке. Дезинфицировать не будем? Не будем. Не будем. Вот это все не страшно. Так. Поставила орхидею по центру горшка. Грунт у меня керамзит с мелкой корой. 50 коры, 50% керамзита. Насыпаю в горшок грунт. Юлечка, ты тоже пришел? Пришел поддержать Семочку, поспать с ним рядом. Юля гостей намывает. Угу. Да, обещали быть к вечеру гости. Почему я не стала обрабатывать этот корень? Ну, во-первых, после посадки, если произошло какое-то повреждение корня, нужно, чтобы горшок постоял, может быть, 2, 3, 4 дня. Хорошо все просохло, и орхидеи, они большие умницы, они умеют сами себя лечить. И такие раны, они быстро залечивают. И никаких гнилостных процессов не возникнет. Главное ей не мешать. Они сами справляются с многими болезнями. Когда мы не вторгаемся и не поливаем их какими-то кислотами, не ускоряем их процессы. Да, они растут медленно, да, они цветут долго. Но нам же хочется все быстрее, быстрее и скорее. И вот эти ускорители, вот эти вот процессы ускорения, на них очень плохо влияют. А так орхидеи прекрасно себя чувствуют. Ну и сейчас в связи с тем, что орхидеи выращивают ускоренными методами, как раз на вот этих ускорителях, стимуляторах, у них очень много заболеваний. И вот с вирусными заболеваниями, я об этом рассказывала, орхидея справиться, конечно, не может. Заболевания вирусные, они не лечатся просто-напросто. Ну, нет таких лекарств для орхидей. Вот это всегда обидно. А когда орхидея здоровая, прекрасно себя чувствует, можно от нее ждать только цветения. А в самом начале я вам показывала орхидею Вудду. Вот она зацвела через год. Так что орхидеи никуда не торопятся. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.